До падения Советского Союза единственным независимым государством, где большинством населения являлась тюркоязычная нация, была Турция. Сейчас же на политическом небосводе уже 6 самостоятельных государств, где тюрки составляют основной костяк населения, и более 10 автономий и субъектов в составе других государств. В целом тюрки — это довольно многочисленная семья, состоящая из множества наций общей численностью более 150 миллионов человек. Всех их связывает схожесть языков и обычаев, что логично наталкивает на мысли о гипотетическом объединении в виде союза, а может и единого государства. Насколько возможен такой альянс в наши дни и в каком виде он имеет больше возможностей? В этом видео мы попытаемся ответить на данный вызов, учитывая нынешнюю действительность, а также ознакомимся со статистическими показателями экономики и населения возможного союза. Не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих выпусках. Под видео можете написать, какую тему вам бы хотелось увидеть в дальнейшем на этом канале, а мы начинаем. В 1992 году состоялся саммит тюркоязычных государств, положивший начало дальнейшему политическому объединению близких по духу наций. Последующее сближение выливается в создание в 2009 году Тюркского совета, куда по состоянию на сегодняшний день входит Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан и Турция. Единственным тюркоязычным государством, что отказалось вступать в этот совет, стал Туркменистан. Но на свет появилась идея. Коль настолько схожие нации, живущие от Тихого океана до Ближнего Востока, оказались волею судеб в тысячах километров от своих, нужно создать механизмы для их сближения. И такой шанс появился после падения Советского Союза, ведь значительная часть тюркоязычных живет именно на его осколках. 5 государств получили независимость, и еще 10 субъектов российского государства, 1 в Украине и 1 в Молдове, где тюркские народы имеют свои автономии. Создание Тюркского совета стало фундаментом для возведения нечто большего, возможно экономический союз, возможно военно-политический блок, а кто-то мечтает о едином государстве или конфедерации под магическим названием Туран. Сегодня у нас есть возможность составить анализ подобной идеи. Итак, допустим, что такой союз состоялся уже в этом году. Как бы он выглядел? Давайте окунемся во вселенную статистики, где показатели нам многое скажут. Население данного объединения достигло бы почти 160 миллионов человек. Это на 15 миллионов больше, чем у нынешнего российского государства. А это значит надежное 9-е место между всех государств на нашей планете. Чуть больше половины составили бы жители самого населенного участника Альянса – Турции. Еще более впечатляющие показатели по площади. Туран оставил бы позади Индию и занял 7-е место. Конечно же, наибольший вклад вносит гигантский Казахстан, ведь он даже сам по себе входит в топ-10 государств по площади. Военный потенциал возможного союза более чем внушителен. Если исходить из численности действующего войска, то такой блок обосновался бы на 6-м месте, обогнав Пакистан, но еще не дотягивая до российского государства. Около 700 тысяч солдат встали бы на службу, защищая тюркское объединение. Конечно же, основное значение как в количественном, так и в качественном соотношении здесь имеет Турция. Мало того, что это государство входит в НАТО, а значит соответствует высокой степени подготовки, так и в отличие от постсоветских государств им не было нужды создавать свои военные институты с нуля в начале 90-х. Экономика Турана могла бы войти в топ-20 по номинальному ВВП, но вклад в нее не был бы одинаков от каждого из участников. Основными локомотивами станут Турция и Казахстан. Общая доля всех остальных вместе взятых составила бы менее 15%. И хотя такое объединение позволило бы занять 16-е место в общем зачете, ВВП Турана значительно отставал бы от западных государств. Если же мы глянем на экономику с позиции номинального ВВП на душу населения, то ситуация будет выглядеть несколько хуже. Обычный житель возможного союза будет жить не намного лучше, чем житель нынешнего Азербайджана. Все потому, что хоть экономические показатели не такие уж и плохие,
Но не стоит забывать и о большом населении этих государств, что неизбежно оказывает давление на бюджет. Допустим, Турция имеет выше значение номинального ВВП, чем маленькая Бельгия, но учитывая численность населения, на одного бельгийца получается в 5 раз больше денег, поэтому по ВВП на душу населения жители Турана оказались бы на 97-м месте, это ниже, чем жители Беларуси. А сейчас самое увлекательное. Кто же населял бы данное объединение? Единого этноса, составлявшего большинство, нет, но наиболее многочисленны турки, более 50 миллионов. Узбекам был бы каждый пятый, казахи и курды составили бы чуть меньше 10%, азербайджанцы 6%. А дальше длинный список из множества наций, каждая из них имела бы долю в несколько процентов или менее, но их очень много. В целом, нетюркоязычных в Туране было бы более 20%, сколько же на самом деле, никому не известно. Все дело в том, что данные об этническом составе не являются точными, и может оказаться, что доля тюрок будет еще меньше. Сейчас объясню, в чем дело. Турция всячески избегает публикации данных о нацменьшинствах, любая попытка это вычислить или узнать заканчивается ничем. По неофициальным данным, курды могут составлять не 10-15 миллионов, как это объявляют официальные власти, а все 25. Численность албанцев может доходить до 5 миллионов, черкесы и грузины насчитывают минимум по 2 миллиона. Та же ситуация с армянами, по независимым оценкам их может быть от полумиллиона до 2. Подобные обвинения высказывают и нацменьшинства Азербайджана, и хотя в отличие от соседней Турции Азербайджан все-таки публикует этнический состав, довольно часто можно услышать мнение о том, что власти якобы записывают национальность меньшинств как азербайджанцев. Об этом свидетельствует и тот факт, что доля титульной нации постоянно увеличивается и уже достигла 92%, а нацменьшинства фактически исчезают. Детальную статистику по национальному составу Азербайджана вы можете увидеть, нажав на оповещение или найти на канале. В Узбекистане с 1989 года не было ни одного учета национального состава, потому те данные, что мы имеем сейчас, это лишь оценка властей, но никак не фактическая ситуация. Это дает повод сомневаться нацменьшинствам, таким как таджики, и полагать, что официальный Ташкент занижает их численность. Подобные сомнения существуют и у узбеков касательно их численности в Киргизии. То есть, как вы видите, этнический состав Турана можно узнать лишь оценочно. Более понятная ситуация с религией. Подавляющее большинство жителей этих государств мусульмане, около 88%. Атеисты и христиане составляют 7 и 5% соответственно. Последователи ислама делятся на две ветви. Чуть более 80% насчитывают сунниты, менее 20% шииты. Также мусульманами учитывается множество философских и теологических течений, хотя иногда их называют сектами или отступниками. Как и с этническим составом, мы можем только догадываться, насколько их численность значима. В возможном военно-политическом блоке было бы 16 населенных пунктов с отметкой более миллиона. В этом списке мы видим столицы постсоветских государств, а также дополнительно 2 города в Казахстане. Все остальные миллионники находятся в Турции. Особняком стоит Стамбул, явно выделяющийся мегалополис, один из наиболее населенных городов в Европе. Оппозицию ему может составить только Москва и так называемый Большой Лондон. Если сделать условный общий зачет, подсчитав вклад каждого из участников, где за наибольший дается 6 баллов, а за наименьший 1, то получим следующий вывод. Двумя основными локомотивами этого гипотетического союза стали бы Казахстан и Турция. Последняя, конечно же, в целом тянула бы весь альянс на себе. Также довольно значимые показатели Узбекистана по населению, площади, численности войска и ВВП. Азербайджан, будучи довольно большим и влиятельным как для Кавказа, в данном союзе выглядел бы куда более скромно. Стоит упомянуть, что тюрки живут не только здесь. Почти во всех соседних государствах они также значатся, но не везде имеют автономию, как в Молдове, Китае, Украине или России. Учитывать эти субъекты в нашем возможном союзе не имеет большого смысла, так как тюрки там либо составляют меньшинство, либо эти автономии находятся в виде анклавов вдали от основных тюркских государств. К
тому же, фактически тюрки не имеют там достаточного влияния, чтобы оценивать их возможность вступления в вышеупомянутый союз. Что ж, когда мы ознакомились с тем, как бы выглядел объединенный Туран, стоит задуматься, а насколько это вообще возможно. И тут есть несколько моментов. Учитывая, что показатели Турции во многом составляют столько же, сколько у всех остальных участников Альянса вместе взятых, несложно понять, кто будет в этом ансамбле ведущим, а кто ведомым. Думаю, что именно этот факт значительно охладит желание объединения у остальных членов Союза. К тому же, если для небольших государств типа Туркменистана и Киргизии такое положение дел может оказаться допустимым в условиях отсутствия иной модели, то Казахстан, сумевший восстановиться после 90-х и сейчас полным ходом улучшая свои позиции, может не захотеть плясать под дудку Стамбула, и это будет абсолютно обоснованно. Ведь куда более выгодно будет создать свой локальный местный союз Центральной Азии с Узбекистаном, Киргизией, Туркменистаном и Таджикистаном. Да-да, Таджикистан не является тюркским государством, но зато сосед и недалеко. И тут мы натыкаемся на еще одну помеху – география. Самым значимым минусом всех этих наций является удаленность между собой. И якуты, и узбеки являются тюрками, но между ними такая дистанция, что каждому легче вести дело с соседями, чем между собой. Что уж сказать о турках или азербайджанцах. Они вообще отделены Каспием от условного Узбекистана или Казахстана. К тому же у всех есть обязательства. Казахстан и Киргизия входят в ОДКБ. Турция в НАТО. Если тюрки выйдут из всех союзов и начнут объединяться между собой, то с этим не согласится ни Китай, ни Иран, ни Россия. В каждом из этих государств также живут тюрки, и подобное объединение может означать позывы к сепаратизму в будущем. Подводя итог, шансы на единое государство фактически отсутствуют. Это не позволит сделать ни один из соседних гегемонов, ибо объединившись, тюрки сами могут стать гегемоном. Помимо этого, не меньшей помехой может стать география, и менеджмент в таких условиях банально невозможен. Военный блок куда более удачная идея, но вышеупомянутые задачи остаются актуальными и для него. Лично мне кажется, что наиболее возможными являются локальные союзы между соседями, когда каждая нация, оставаясь в своем государстве, заключает взаимовыгодные соглашения в области науки, экономики и военного дела. Так, альянс Азербайджана и Турции, а также военно-политический блок в Центральной Азии является чем-то возможным уже сегодня. По факту это и есть действительность тюркского объединения. Если вы увлекаетесь политикой, то знаете, что именно таким ходом на данный момент и двигаются тюркские государства. А что думаете вы по поводу возможности такого союза? Оставляйте свое мнение под видео, а также пишите возможные темы для анализа. Не забывайте подписываться на канал, чтобы увидеть дальнейшие выпуски. Очень важно нажимать на колокольчик, потому что иначе подписка ничего не дает. А на сегодня у меня все. Мир вашему дому.